Приветствую всех, друзья! Сегодня я расскажу вам об уникальных живых мостах Индии. Эта большая экзотическая страна по праву считается местом, полным загадок, чудес и духовных просветлений. Здесь некоторые боги имеют хобот и 4 руки, а огромные мосты могут вырастать буквально сами собой. Чтобы познакомиться с диковинкой, о которой пойдет речь в нашем видео, мы с вами отправимся на северо-восток Индии, в штат Мегхалая, где на высоте свыше 1400 метров над уровнем моря расположился небольшой городок Черрапунджи. Это место сегодня является весьма популярным объектом посещения среди туристов со всего мира. Свою известность оно приобрело именно благодаря целому заповеднику природных висячих мостов, многие из которых существуют десятки и даже сотни лет. Занимаются таким необычным строительством издавна населяющие эти места племена Кхаси и Джантия. Знаменитые на весь мир живые мосты Индии не зря выращивают именно здесь, ведь плато Шиллонг, на котором расположился Черрапунджи, изобилует множеством относительно небольших, но весьма бурных рек, а также считается одним из самых влажных мест нашей планеты. За год здесь выпадает более 11 тысяч миллиметров осадков, а в 1861 году выпало рекордное их количество – 22 980 миллиметров. Материалом для выращивания этих удивительных мостов служат корни каучуконосного фикуса, он же фикус эластика. Это долгоживущее вечно зеленое дерево из семейства тутовых, растущее помимо уже упомянутого нами северо-востока Индии, также на индонезийских островах Суматра и Ява. Взрослое растение может вырастать в высоту до 30-40 метров, а уникальность его состоит в том, что оно имеет вторичную корневую систему, а сами корни растут наружу. Для того, чтобы составляющие мост корни фикуса росли в нужном направлении, жители города Черрапунджи используют специальные каркасы, сплетенные из тонких стволов орехового дерева, либо же прокладывают между берегами направляющие стволов бамбука. Растущая корневая система фикуса постепенно обвивает их, а когда добирается до противоположной стороны моста, то накрепко врастает в землю и далее продолжает развиваться уже по обе стороны переправы. Применяются также продолбленные стволы бетелевой пальмы, через которые пропускаются растущие корни фикуса. Плюсом данного метода является то, что кроме направляющей функции, подобный каркас имеет еще и снабжающий эффект, обеспечивая более быстрый рост корней фикуса за счет питательных веществ, поступающих от разлагающейся пальмы. Зачастую молодые корни растущего живого моста скручивают или связывают вместе, таким образом, чтобы они срастались между собой, ускоряя тем самым процесс возведения моста и повышая его итоговую прочность. Всего же процесс необычного строительства одного корневого моста, как правило, длится 10-15 лет и на протяжении всего времени требует постоянного внимания и ухода. Примечательно, что с каждым годом прочность такого моста возрастает, ведь корни за десятилетия деревенеют и приобретают крепость сродни стальным тросам. Полностью выросшие сооружения могут достигать длину более 30 метров и одновременно выдерживать вес более 50 взрослых человек, что примерно эквивалентно 4-тонной нагрузке. Самым длинным из ныне существующих корневых мостов Черрапунджи считается 50-метровая живая переправа, расположенная между деревнями Мавкернот и Рангтилан. Кстати, среди всего многообразия мостов, выращенных местными племенами за минувшие столетия, вы не отыщете даже пары одинаковых. А порой здесь встречаются весьма необычные двойные экземпляры с параллельными полотнами. А то и вовсе диковинки вроде двухъярусного висячего моста у деревни Нонгриат. Примечательно также то, что мосты, сплетенные корнями эластичного фикуса, способны самовосстанавливаться в случае получения повреждений, то есть не требуют никаких затрат на свой ремонт. Также, если дерево живое и здоровое, то мост защищен и от гниения, что немаловажно в таком экстремально влажном климате. Кажется невероятным, но возраст некоторых корневых мостов, существующих и поныне в Черрапунджи, превышает 5 сотен лет, то есть выросли они еще в эпоху становления империи великих моголов. К сожалению, не имеется точных данных о том, когда были выращены первые такие мосты, но можно предположить, что данная традиция восходит к крайним истокам индийской цивилизации. Жители Европы впервые познакомил с этим рукотворным чудом индийской природы шотландский востоковед, писатель и географ сэр Генри Юль, живший и работавший в Бенгалии в 40-60-х годах 19 века.
Именно благодаря опубликованной им в 1844 году статье в журнале Азиатского общества Бенгалии рядовые европейцы и узнали об уникальных живых мостах Индии. Народности Кхаси и Джантии, издревле населяющие эту местность, занимаются таким биологическим строительством уже многие столетия, возведя за это время сотни этих диковинных сооружений. Причем многие из них за прошедшие годы приобрели поистине стальную прочность, а их внушительные размеры и причудливые формы поражают воображение. Примечательно, что процесс создания живых мостов продолжается и сегодня, так что путешественники могут воочию наблюдать эти сооружения на разных стадиях возведения и самолично пройтись как по совсем молодым растущим, так и по уже без преувеличения древним корневым мостам, чей возраст исчисляется сотнями лет. Интересно, что в 50-х годах 20 века эти уникальные сооружения могли полностью исчезнуть, так как индийское правительство того времени в рамках национальной программы развития государства предложило жителям Черрапунджи заменить корневые мосты на современные металлические, более крепкие и практичные. Кхаси и Джантия сперва согласились, однако хозяин одного из местных курортов вовремя внес предложение оставить их, не отказываясь в то же время от постройки новой инфраструктуры. Он справедливо отметил, что живые мосты являются настоящей исторической ценностью и данью древним традициям, частью быта и хозяйства местных жителей, а также неотъемлемой частью культурного наследия Индии. К счастью, власти и жители поддержали эту идею, превратив в итоге корневые переправы в туристическую достопримечательность, а их транспортную функцию взяли на себя возведенные правительством стальные мосты. Таким образом, благодаря удачному сочетанию удивительной особенности строения корневой системы фикуса каучуконосного и человеческой изобретательности, Индия добавила еще один пункт в свой и без того впечатляющий список чудес и достопримечательностей, делающий эту страну настоящим Эльдорадо для любителей всего невероятного, экзотичного и фантастического со всей планеты. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком и комментарием, или поделитесь им с другими. Особая признательность тем, кто решит стать подписчиком нашего канала. Всем удачи и большое спасибо за просмотр.